Бывает так, крошечное семечко бережно посажено в пластиковый стаканчик с такой, пушистой землей, оно аккуратно полито, поставлено на теплый подоконник, и дальше абсолютная тишина. Да, день за днем грунт просто молчит. Вот именно, никаких всходов, проходит неделя, вторая, и возникает это знакомое всем чувство отчаяния. Кажется, что семена оказались бракованными, погибли, и все усилия просто, потрачены впустую. Угу. И большинство в этот момент просто берет и выбрасывает землю. Да, в мусорное ведро. Но наше сегодняшнее погружение в материал доказывает поразительную вещь. Чаще всего семя вовсе не мертво, оно просто голодает. И что самое интересное, химический триггер, способный его разбудить, находится не в каком-то там дорогом садовом центре. Ага. Он прямо сейчас стоит на обычной кухонной полке. Это действительно крайне любопытный биологический парадокс. В сегодняшних материалах мы подробно разбираем процесс мощной стимуляции и спасения, пожалуй, самой капризной культуры. Рассады перца, да. Именно. И мы будем говорить не о какой-то садовой магии, а о строгой микробиологии. Речь пойдет о микробиологическом инокулировании почвы с помощью всего 2 пищевых ингредиентов, которые запускают сложнейший процесс синергии. Звучит как что-то из лаборатории. По сути, так и есть. Это тот самый природный механизм, который современные химические лаборатории до сих пор пытаются и часто, кстати, безуспешно воссоздать в полностью синтетических удобрениях. Итак, давайте разберем это. Чтобы понять, как именно работает этот кухонный биореактор, давайте для начала разберемся с самим пациентом. Почему именно перец? Хороший вопрос. То есть томаты проклевываются буквально на глазах, баклажаны тоже ведут себя, вполне предсказуемо. А вот с перцем вечно какая-то отдельная, просто невероятная нервотрепка. В чем его фундаментальная проблема? Все ответы кроются в эволюционной биологии. Родина перца — это тропики. Угу. И эволюционно эта культура привыкла к совершенно конкретной, бескомпромиссной матрице условий. Ей нужны стабильное тепло, постоянная влажность и, что критически важно, невероятно насыщенная, живая питательная среда. Живая в смысле микроорганизмов? Да, именно. Кроме того, в процессе эволюции семена перца обзавелись чрезвычайно плотной защитной оболочкой. Чтобы эта оболочка начала размягчаться и внутри зародыша запустились процессы деления клеток, одной только воды совершенно недостаточно. И тут кроется главная ловушка современного городского садоводства. Я имею в виду покупной грунт в пакетах. О да, это классика. Кажется, вот же, идеальная земля. Она пушистая, легкая, отлично держит воду. Но по факту этот магазинный субстрат часто представляет собой просто, стерилизованный торф. Абсолютно верно. В нем катастрофически мало питания для того мощного стартового рывка, который генетически запрограммирован в перце. В таком грунте практически нет легко доступного азота, нет простых сахаров, нет того самого строительного материала, из которого зародыш мог бы экстренно формировать свои первые ткани. То есть семечко попадает во влажную среду и останавливается. Оно попадает во влажную, но абсолютно пустую среду. Оно просто напитывается водой, и все. Оно не гниет. Нет, оно не гниет и не разлагается. Оно уходит в такой глубокий режим ожидания на 1-2 недели легко. Слушай, это очень похоже на космический корабль, который стоит на стартовой площадке. Представь, все системы включены, предстартовый отсчет пошел, бортовой компьютер готов. Но баки абсолютно пусты. Да. Нет энергии для зажигания. Взлет физически невозможен. Корабль просто стоит и ждет топлива. И вот в этот самый момент на сцену выходит то самое топливо, о котором мы упомянули в начале. 2 базовых компонента. Ага. И первый из них — натуральный мед. Да, обычный мед. И с биологической точки зрения это не просто сладкая масса к чаю. Это сложнейший концентрат биологически активных веществ. В материалах говорится, что их там насчитывается более 300. Ого, 300? Да. Ни одно покупное синтетическое удобрение не может похвастаться таким богатством состава. И вот здесь начинается самое интересное. Я хочу выступить в роли скептика. Давай. Разве нельзя просто пойти в магазин и купить какой-нибудь, мощный современный стимулятор роста? Зачем нужны эти кулинарные эксперименты с разведением меда для рассады? Что здесь действительно увлекательно, так это концепция синергии. Синтетические препараты, безусловно, работают, но они бьют очень точечно. Точечно это как? В их основе обычно 1, максимум 2 действующих вещества. Например, аналоги фитогормонов, такие как гетероауксин или циркон. Я слышала о таких. Они дают команду расти, просто сигнал. А мед дает комплексный строительный материал. Самое ценное в нем — это простые сахара, то есть глюкоза и фруктоза. В отличие от сложных углеводов, они усваиваются растительными клетками моментально. То есть зародышу не нужно тратить свою нулевую энергию на их расщепление? Именно. Он берет этот готовый энергетический коктейль и сразу пускает его в дело.
И, насколько понятно из разбора состава, там есть не только энергия, но и структурные элементы. Аминокислоты, которые работают как базовые кирпичики для белков, чтобы стебель изначально формировался толстым. Витамины группы В, С, Е, каротин. И огромный спектр микроэлементов, от железа до цинка и бора. Все так. Но здесь кроется главная проблема. Если просто налить медовую воду в стерильный магазинный грунт, растение не сможет впитать все эти 300 элементов. Почему? Большинство из них заблокированы в сложных органических связях. Меду в почве нужен ключ, который откроет этот потенциал, и этим ключом выступает второй ингредиент. Обычные сухие пекарские дрожжи? Да. И вот тут возникает еще один закономерный вопрос. Смотри, если налить чистый сладкий сироп, смешанный с дрожжами, в теплую влажную землю, разве это не идеальный рецепт для того, чтобы вырастить в стаканчике гигантскую колонию плесени? Или привлечь всех муравьев в округе. Да-да, звучит как создание бактериального кошмара, честно говоря. Это отличное замечание, и именно здесь раскрывается гениальность этой комбинации. Мед содержит мощнейшие фитонциды. Это природные антисептики. То есть он сам себя защищает? Грубо говоря, да. А дрожжи — это живая, крайне агрессивная, но полезная микрофлора. Когда щепотка дрожжей попадает в медовую воду, запускается деликатная ферментация. Дрожжевые грибки начинают стремительно размножаться, расщепляя сложные молекулярные цепочки меда на элементарные 100% биодоступные для растения компоненты. И они вытесняют все остальное? Точно. В процессе этого бурного роста дрожжи работают по принципу конкурентного вытеснения. Они занимают все пространство в грунте, просто не оставляя места и ресурсов для патогенной плесени. Фантастика! Более того, перерабатывая мед, дрожжи выделяют колоссальный объем органического азота, а это и служит главным катализатором роста зеленой массы. Звучит как идеально выверенная биологическая машина. Но чтобы она запустилась, критически важна правильная вода. Да, вода — это основа. Это та самая мистика мелочей, где одна ошибка просто рушит всю химию. Рецепт требует строго 300 мл воды. И налить ее просто из-под крана – фатальная ошибка. Совершенно фатальная. Водопроводная вода содержит хлор, задача которого – убивать бактерии. Логично. Если добавить в нее дрожжи, хлор моментально уничтожит все живые микроорганизмы. Никакой ферментации просто не произойдет. Логично было бы воду тогда просто вскипятить, чтобы убрать хлор. И это вторая распространенная ошибка. Кипяченая вода – это биологически мертвая вода. При кипячении из нее уходит весь растворенный кислород. А дрожжам нужен кислород? Конечно. Дрожжи – это живые организмы, которым для дыхания и активного брожения жизненно необходим кислород. В кипяченой воде процесс ферментации просто задохнется. Выходит, нам нужна именно отстаянная вода, налить 300 мл в открытую емкость и оставить при комнатной температуре на 3-4 дня. Именно в открытой. За это время хлор полностью улетучится в воздух, а кислород в воде останется. И сам рецепт поражает своей лаконичностью. В этих 300 мл растворяется 1 чайная ложка натурального меда и добавляется буквально щепотка, на кончике ножа сухих дрожжей. Да, все перемешивается и раствор готов. Если семена уже сидят в земле и отказываются всходить, грунт просто аккуратно увлажняется этим настоем, и важно ни в коем случае не накрывать горшок пленкой. Чтобы не было парникового эффекта. Да, дрожжам нужен приток воздуха. Парниковый эффект здесь создаст риск закисания. А если посев только планируется, этот же раствор используется для замачивания. Просто замочить семена. Семена кладутся на влажный ватный диск на 4-6 часов. Это дает им колоссальный энергетический импульс перед погружением в почву. Слушай, а что происходит, когда всходы все-таки появляются, но начинают вести себя, странно? Одно из самых частых явлений – это так называемое вытягивание. Боль многих садоводов. Рассада вдруг начинает стремительно расти вверх, стебли становятся тонкими, прозрачными, похожими на ниточки, и в какой-то момент просто падают. Не в силах удержать вес собственных крошечных листьев. Вытягивание – это всегда крик растения о нарушении баланса. На клеточном уровне происходит следующее. Клетки стебля не делятся, наращивая структурную массу, они просто растягиваются, наполняясь водой. Как воздушные шарики. Отличное сравнение. Стенки клеток становятся тонкими и хрупкими. Обычно это реакция на дефицит света, растение в панике тянется вверх, пытаясь найти солнце, или следствие перекоса температур. Когда ночью слишком жарко. Да, когда нет естественного спада температуры, который тормозит рост. И, конечно, это результат скудного питания. Когда азота много, а фосфора и кальция для плотности тканей просто нет. Это очень напоминает подростка, который за одно лето вымахал на 20 сантиметров, питаясь только чипсами и газировкой. Ха-ха, точная аналогия. Он стал высоким, но мышечного корсета нет, спину держать нечем, он сутулится и выглядит совершенно истощенным.
В таком контексте наш медово-дрожжевой настой – это как перевод этого подростка на сбалансированное спортивное питание с правильным профилем аминокислот. 100%. Если применять эту подкормку раз в 7 дней, мы поставляем растению комплексный строительный материал. Бурный, неконтролируемый рост вверх тормозится. И стебель начинает утолщаться. Именно. Вместо того, чтобы растягивать пустые клетки, растение начинает утолщать стебель. В материалах отмечается, что он может достичь толщины мизинца, а цвет листьев меняется с бледного на глубокий и насыщенный темный оттенок. Растение формирует внутренний каркас. Но вытягивание – это полбеды. Есть вещь куда более пугающая – черная ножка. Да, это звучит страшно. Звучит как прозвище пирата. Но на деле это когда крепкая, казалось бы, рассада буквально за одну ночь чернеет у основания, подкашивается и умирают. Это стремительное поражение сосудистой системы растения патогенными грибками. Грибок атакует прикорневую шейку, разрушает ткани, и питание просто перестает поступать наверх. Главные провокаторы здесь – застой влаги, холодный грунт и отсутствие вентиляции. И если это началось, что делать? Действовать нужно радикально. Немедленно удалить упавшие ростки вместе с комом земли, полностью прекратить полив. То есть вообще не поливать? Вообще. Поверхность грунта засыпается прокаленным речным песком. Он работает как сорбент, вытягивая лишнюю влагу, а оставшиеся растения опрыскиваются бледно-розовым раствором марганцовки. И вот тут возвращается наш кухонный раствор, верно. Оказывается, медово-дрожжевая болтушка работает как превентивный биологический щит. Абсолютно. Как мы уже обсуждали, фитонциды из меда создают среду, в которой грибку некомфортно. А колонии дрожжевых бактерий просто захватывают территорию, вытесняя возбудителей черной ножки. Но здесь мы подходим к важнейшему рубежу нашего разбора. Если мы свяжем это с более широкой картиной, все эти биологические подкормки, дрожжи, витамины, все это не будет иметь абсолютно никакого смысла, если нарушены фундаментальные условия среды. Базовое правило ухода. Да, изучая материалы, мы видим целый список критических ошибок, эдакую матрицу невидимых факторов, которые убивают рассаду еще до того, как она успеет усвоить хоть каплю питания. О да, и эти ошибки выстраиваются в очень логичную цепь причин и следствий. Начинается все с температурного диссонанса. В комнате может быть тепло, люди ходят в футболках, и кажется, что рассаде тоже комфортно. Но горшки-то стоят на подоконнике. А подоконник — это мост к улице. Угу. Грунт в пластиковом стаканчике на холодном пластике окна может быть на 5-7 градусов холоднее воздуха в комнате. Воздух плюс 25, а земля плюс 18 или даже ниже. А для тропического перца это критично. Температура почвы ниже 20 градусов означает остановку всех процессов. Корни просто деревенеют и перестают всасывать влагу и питание. Поэтому строгая изоляция, кусок пенопласта, термоковрик или даже размещение на крышке работающего холодильника – это не прихоть, это физиологическая необходимость. От холодного подоконника мы логично переходим к шоку от холодной воды. Полить тропическое растение водой прямо из-под крана – это как вылить ведро ледяной воды на спящего человека. Корневая система испытывает спазм. Да, и не менее важно время этого полива. Время полива – это классическая ошибка. Если полить рассаду вечером, происходит следующее. Ночью температура неизбежно падает, фотосинтез останавливается, испарение влаги листьями прекращается. Вода остается в земле. Именно. Грунт стоит вокром, холодным и начинает стремительно закисать до самого утра. Это идеальный, просто санаторный режим для развития грибков и той самой черной ножки. Значит, поливать нужно только утром. Исключительно утром, чтобы за день растение выпило воду, а лишняя влага испарилась. И главное правило – давать просыхать верхнему слою на 1,5 см вглубь. Корням нужен воздух так же сильно, как и вода. И вот тут мы подходим к ошибке, которая вызывает, пожалуй, больше всего вопросов. Размер тары. Желание сэкономить время толкает на то, чтобы посадить крошечное семечко сразу в огромный горшок, объемом 2 литра. Кажется, что так у корней будет много простора. А на деле это убивает растение. Так что же все это значит? Выходит, сажать маленькое семечко в огромное ведро – это все равно, что поселить младенца в гигантскую пустую квартиру. Ему там просто некомфортно и холодно. И мокро. Представь обычную маленькую губку для мытья посуды, которую бросили в огромный бассейн, и мы ждем, что она впитает всю воду. Она возьмет свои несколько капель. Угу. А остальные тонны воды просто начнут цвести и тухнуть вокруг нее. Крошечная корневая система не способна освоить большой объем земли. Вода скапливается на дне, вытесняет кислород, и земля прокисает. И как правильно поступать? Профессиональная агротехника требует ступенчатого метода. Старт начинается в крошечных емкостях на 100-200 мл.
Только когда корни полностью оплетут этот земляной ком, выпив из него всю воду, растение переваливается в объем побольше. Что плавно подводит нас к страху пересадки, или пикировки. Многие боятся трогать молодые ростки, опасаясь повредить центральный корень. Парадокс в том, что для перца легкое повреждение, прищипывание центрального стержневого корня при пересадке – это благо. Благо? Серьезно? Да, это снимает так называемое апикальное доминирование. Растение перестает гнать один длинный корень вниз и начинает экстренно наращивать огромную сеть боковых корней. То есть корень становится ветвистым. Формируется мощная корневая мочка, которая впоследствии сможет вытянуть из земли достаточно питания для формирования крупных мясистых плодов. Удивительно. Еще одна механическая ошибка – это глубина посадки. Если закопать семечко глубже 1 сантиметра, у его крошечного ростка просто не хватит запаса внутренней энергии, чтобы пробиться сквозь толщу тяжелой земли к свету. Да, оно погибнет под землей, полностью истратив свои ресурсы. Оптимальная глубина строго от 1,5 до 1 сантиметра, не больше. А когда росток все же пробивается, ему нужен свет. В хмурые весенние месяцы без дополнительных фитоламп, обеспечивающих 12-14 часов светового дня, вырастить крепкий перец просто невозможно. Фотонам просто не хватит для нормального фотосинтеза. И, кстати, сами семена тоже имеют свой предел. В биологии чудес не бывает. Срок годности семян перца – это максимум 3-4 года. Как понять, живые они еще или нет? Легко провести тест. Взять 10 семечек и положить во влажную салфетку. Если через несколько дней проклюнулось хотя бы 7, партия жизнеспособна. А если меньше? Если меньше, лучше даже не тратить время и ценный мед на их реанимацию. И финальное испытание для рассады – закаливание. Домашний перец – это тепличное создание, которое никогда не видело прямых ультрафиолетовых лучей и не чувствовало давления ветра на свои стебли. Точно. Если его просто взять и высадить на открытую грядку, шок будет таким, что растение остановится в росте на несколько недель, пытаясь выжить. Чтобы этого избежать, за 14 дней до высадки начинается тренировка. Растения выносят на улицу сначала всего на 1 час, пряча в плотный тень. И постепенно время увеличивается. Постепенно, день за днем, время увеличивается, и добавляются дозированные солнечные ванны. Ультрафиолет утолщает кутикулу листьев, а легкий ветер заставляет стебель вырабатывать лигнин. Лигнин – это что-то для прочности? Да, это вещество, делающее стебель прочным и упругим. И в процессе всего этого роста растения постоянно общаются, используя свой собственный язык маркеров. Я была удивлена, насколько это наглядно. Бледная, тусклая листва – это крик о нехватке азота. Угу. Если стебли или нижняя сторона листьев вдруг приобрели глубокий фиолетовый оттенок, это острая мольба о фосфоре. Если листья скручиваются в трубочку, это либо критическая сухость воздуха, либо атака незаметных вредителей. А вот если нижние листья начали равномерно желтеть и опадать, это сигнал о том, что корни банально задыхаются в болоте от перелива воды. Умение считывать эти визуальные сигналы и понимать стоящую за ними биохимию полностью меняет подход к процессу. Я согласен. Это перестает быть слепой лотереей и превращается в осознанный, управляемый диалог с биологической системой. Подводя итог этому исследованию, становится совершенно очевидно, успех кроется не в покупке красивых баночек с химической магией, он строится на глубоком уважении к деталям и понимании механики природных процессов. Растворить щепотку дрожжей и ложку меда в правильной воде – это удивительно изящный способ сымитировать ту самую сложную, богатую микрофлору среду, в которой перец привык расти в диких тропиках. Это подача идеального стартового топлива. Да, именно так. И этот анализ подводит к еще более глубоким размышлениям. Каким же? Если деликатный процесс брожения всего 1 грамма сухих микроорганизмов и ложки простого меда способен буквально взломать биологические замки крошечного семени, превратив стерильный безжизненный грунт в пульсирующую экосистему, Так. то какой колоссальный невидимый потенциал скрыт в самых обыденных вещах вокруг нас. В субстанциях, которые воспринимаются просто как кухонные остатки, но которые на самом деле таят в себе мощнейшие биологические ключи, ожидающие лишь правильных условий для активации. Поразительная перспектива. И возвращаясь к образу космического корабля, замершего на стартовой площадке, иногда все, что необходимо для успешного старта самой сложной миссии, уже находится под рукой. Требуется лишь правильный код запуска. На этом наше глубокое погружение в тему завершено. Пусть каждое посаженное семя находит достаточно энергии, чтобы пробиться к свету.